Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как восстановить кокосовый уголь для очистки самогона. У меня есть такой старый фильтр производственный для очистки воды. И внутри находится кокосовый уголь, который необходимо достать и восстановить. На фильтре есть две заглушки, сверху и снизу. Необходимо вынуть ту, что находится снизу. Она меньше закреплена. Для этого с помощью строительного фена хорошо ее прогреем, и она снимется со своего основания. Включаем фен на первую мощность, для того, чтобы не оплавить крышку, и начнем равномерно прогревать крышку. И после прогрева возьмем перчатки и снимем крышку со своего места, чтобы не обжечь руки. После этого высыпем содержимое фильтра и посмотрим, что же внутри за уголь. Как видите, в составе картриджа находится кокосовый уголь и ионно-бедная смола, которая нужна для очистки воды, но не нужна для очистки самогона. Нам необходимо от нее избавиться. Можно, конечно, выбрать каждую отдельно из угля, но мы используем более простой способ. Возьмем ведро с чистой водопроводной водой, наберем стакан смесь и высыпем в воду. Как видите, вся ионно-обменная смола всплыла сверху. Осталось только взять сеточку и выбрать эту всю смолу в отдельную емкость. Она еще может где-то пригодиться. Не знаю, правда, где еще. Но нам она в самогоне не нужна точно. Она имеет такой внешний вид, смола. Шарики твердые, без запаха, похоже на пластмассу. Итак, очищаем весь уголь от смолы. Второй фильтр имеет похожий состав, немножечко другую форму. Но мы его откроем тоже и посмотрим, что внутри. Одеваем плотные перчатки, чтобы не вжечь руки, и прогреваем эту крышку. Здесь внутри тоже есть уголь, но он спрессованный. Поэтому подумаем потом, как его можно использовать. Выльем воду. Вода очень грязная после угля. И можно заливать чистую. Нальем полное ведро. И пусть варится в течение получаса. Вот вода закипела. Запах действительно немного спиртовой идет. Слегка будем помешивать во время варки уголь. И через полчаса кипения сольем воду. Вот прошло полчаса, и я профильтрую уголь через такую сеточку для промывания макаронов. Видно, что кипение очень бурное. На стенках немного черный налет образовался, но это не страшно. Теперь можно выливать воду и промывать уголь. Уголь приобрел такой внешний вид. Сейчас я поставлю на солнышко эту сеточку с углем и просушим его хорошенечко до полного высыхания. Как видите, с одного фильтра получилось довольно большое количество кокосового угля. Хватит надолго. Для ускорения высыхания угля после стекания воды я его рассыплю тонким слоем и буду помешивать, чтобы он хорошо высыхал.
Вот через 2 дня просушивания кокосового угля на солнце он стал сухой. Не прилипает к лопатке и к стенкам емкости. Теперь проверим, как он работает. У меня есть самогон из киви. Здесь 45 градусов уже, он разбавлен. И я хочу сделать так, чтобы он стал еще чище и мягче. Для этого мы на 1 литр самогона возьмем 2 столовые ложки кокосового угля. То есть на 3 литра нам необходимо 6 столовых ложек без горки. И посмотрим, какая будет реакция. Видите, реакция очистки пошла. Он становится молочно-белым. Появляются пузырьки воздуха. Этого будет достаточно. Теперь закроем крышкой и оставим его на 2 дня для полной очистки. Посмотрим, как же все произойдет. А после этого профильтруем от остатков угля. Теперь снимем вторую часть, верхнюю. Она пригодится нам для фильтрации самогона. Здесь есть такая матерчатая часть, которая пригодится при фильтрации. Как видите, здесь все посажено на термоклей, поэтому прогрев уместен при разборке картриджа. Отмоем картридж проточной водой, и нам пригодится он для фильтрации от угля самогона. Вот прошло 3 дня, и самогон стал намного чище. Я его перемешивал раз в день. Теперь необходимо отделить самогон от угля. Для этого я воспользуюсь все той же частью от нашего фильтра. Возьмем бутыль. Это удобно. И начнем фильтровать самогон от частичек угля. Видно, что уголь не прошел через фильтр, и самогон стал чистым. После этого готовый кокосовый уголь храним в сухой герметичной емкости, в темном сухом месте. Я воспользуюсь обычным стеклянным бутылем с плотной крышкой. Таким образом, из одного фильтра получилось больше половины бутыля, килограмма 2 кокосового угля, пригодного для очистки самогона. После такой очистки самогон стал намного чище, не имеет кусочков угля, и аромат стал мягче. Такой самогон уже пить приятнее.